С Геннадием я познакомилась заочно через Ларису, и мостом в погружение его действительности как раз стала история, удивительная история. Я могу сказать, что это образец такого человеческого подвига и мужского подвига, который Геннадий на протяжении того времени, которым я с ним общалась, физически и энергетически сделал для своей семьи. И я помню, что Лариса рассказала о той ситуации, которую проживает семья и непосредственно Геннадий посредством изменений, которые происходили с его здоровьем и с его телом. И вот, собственно, то, как все разворачивалось потом вокруг этой темы, я думаю, это сюжет для целой книги или фильма, или даже сериала, наверное, не одной серии. А затем, через какое-то время, мы встретились по скайпу. Через WhatsApp у нас был звонок, видео. И я помню, первое — это такой бархатный голос, обволакивающий голос, очень приятный и очень сконцентрированные и богатые смыслом вопросы, которые звучали от Геннадия. И мне было очень интересно с его душой вести вот этот многомерный диалог. Такое у меня первое воспоминание о нем. Я помню в тот день, когда Лариса мне сообщила о уходе души, это не было для меня новостью, потому что накануне мы общались, и это было уже просматриваемо и очевидно. Поэтому в тот момент, когда она мне об этом сообщила, я уже чувствовала и я уже знала, над чем необходимо работать, потому что Геннадий, он выстроил все таким образом, чтобы максимально помочь всей семье организоваться и выполнить вот очень важную такую часть своей миссии в плане сопровождения души, да, на пути перехода. И я считаю, что вот в чем уникальность для меня этой истории, что эта семья является образцом того, как можно проживать уход близкого человека с физического плана, как можно совершенно по-другому реагировать, несмотря на все эмоции естественные, на боль в душе, как можно по-другому приветствовать энергию жизни и следовать высшей воле души близкого человека, и таким образом максимально ей помогать и способствовать прожить переход. Поэтому, когда я об этом узнала уже непосредственно, я наблюдала то, как он бережно стучался, скажем так, к проводникам, ко мне в частности, к другим людям, которые обладают этой способностью, чтобы соблюсти, вот, скажем, все моменты протокола, то есть так, как он хотел. Это всегда было по-разному, в виде образов чаще всего или знаний. Особенно ярко я ощущала его заботу именно о Ларисе. Вот как важно, чтобы она ощущала, что он рядом, что он любит, что он заботится. И как важно, чтобы она сохраняла вот такое приподнятое состояние, насколько это возможно. И я помню, передавала послание о том, что должны быть цветы, что должны быть светлые одежды, что должна быть радость, несмотря ни на что. И Лариса мне отвечала как раз тем, что к ней
приходила похожая информация, что это очень созвучно и с откликом ее души. Я не думаю, я уверена, что это так и есть. И каждый музыкант, который проводит музыку через сердце, является абсолютным божественным каналом. И это так важно следовать этой миссии, не останавливаться. И за то время нашего общения, которое у нас было с Геннадием, я как раз ему говорила о том, что это очень важно, чтобы он свои дары, свои таланты, свои способности продолжал реализовывать, что через него проливается эта музыка, и это очень важно, и делилась какими-то примерами, как это можно делать, и у него был очень живой на это отклик. И, конечно, он точно канал, и как раз вот его пример, он служит тому, что мы никогда не должны останавливаться, и ничто не может нас остановить. Ни болезнь, ни даже уход, потому что вот если Бог через тебя задумал дело, твоя задача его выполнить. Если не успел выполнить, ты можешь это поручить тем, кого ты любишь, кому ты доверяешь, кто соответствует этим качествам и параметрам, и продолжать это делать. Поэтому я уверена, что у многих людей будет отклик на эту музыку, на это творчество, которое будет зажигать их сердца. Я уверена, что музыка — это медицина. И великие ученые, и Тесла в том числе, говорили о том, что музыка — это медицина будущего. И мы, собственно, уже живем в это время, когда нам необходимо это активно применять. Есть масса исследований физических и метафизических, которые подтверждают уникальные целебные свойства воздействия музыки на наше состояние, на наши физические показатели в том числе. И это такое простое средство, такое доступное на самом деле, которое мы можем использовать, даже когда мы мурлыкаем себе какую-нибудь песенку под носом, это же тоже запускается механизм исцеления. А если мы еще руководствуемся своей чуткостью или откликом на какую-то музыку и осознанно это направляем на собственное исцеление или гармонизацию, когда мы входим с этим в резонанс, происходит действительно чудо. Поэтому музыка — это однозначно очень важный такой эликсир и молодости, и долголетия, и здоровья. На самом деле путь души после ухода — это большая наука. И в нашей древней традиции были отдельные ведающие, знающие, скажем так, специалисты узкого профиля, если говоря современным языком, которые были ответственны за то, чтобы правильно душу провести, так же, как и были специалисты, которые эту душу встречали. И, к сожалению, в современном мире утрачена полнота понимания того, что сами обряды, проведения наших близких в последний путь — это очень и очень важно, потому что от этого зависит дальнейшее следование, то, как будет душа возноситься в своем пути именно к Богу. Вот почему важно то, в какой атмосфере, в каком настроении человек уходит, с какими мыслями, кто с ним рядом находится. И часто душа выстраивает для себя ситуацию таким образом, в зависимости, опять же таки, от уровня осознанности, энергетической наполненности, чтобы создать максимальные возможности для перехода. И даже потом соединяет на интуитивном уровне, на духовном своих близких с теми проводниками, с теми людьми, которые обладают знаниями, возможностями, с помощью которых можно душе помогать.
Поэтому это очень большая ответственность на близких и правильно провести, и правильно поддерживать, потому что путь это на самом деле не такой и короткий. Он бывает где-то быстрее, где-то даже стремительный, но он продолжительный во времени, скажем так. И наше состояние очень сильно влияет на них. То есть вот это наша энергетическая составляющая, которая распространяется в виде колебаний или излучений. И существует очень много фильмов, да, на эту тему, каких-то книг, легенд, сказок, которые иллюстрируют, что нас там встречают хранители или предки, проводники, опять же, да, с помощью которых мы совершаем вот этот важный сакральный переход. Поэтому в каждой культуре, в каждой традиции он описывается, скажем, по-разному, но суть у него одна. И если сказать совсем обобщенно, да, мы все в сердце чувствуем, и мы знаем, что очень важно, чтобы этот путь был светлым. И самое главное и первое, что мы можем и должны сделать, это светить людям, своим близким, любимым, дорогим, знакомым, которые перешли. Есть такая традиция зажигать свечу, и это тоже прообраз того, что мы таким образом светим. Мы зажигаем этот огонь. Но вы это можете делать и просто зажигая свечу внутри себя, излучая этот свет и мысленно отправляя вот эти лучи поддержки в душе. И это действительно очень сильно помогает попасть по адресу, попасть по назначению, потому что, как я сказала, это целая наука на самом деле, куда попадет душа после перехода, и не всем удается попасть по адресу в силу тех или иных обстоятельств. Может быть, недостаточно такой энергетической массы, чтобы определиться. И это очень важно. Поэтому самое простое, что мы можем сделать, это излучать такую светлую положительную энергию, светить и держать высокую вибрацию, потому что таким образом мы помогаем. Безусловно, Бали — это одно из мест, где эти грани очень тонкие. И жители, которые следуют своей традиции, очень много вкладывают в это, очень много работают над тем. То есть у них все их обряды, их церемонии построены на связь с духами. И они очень осознанно общаются с разными иерархиями, где каждая за что-то отвечает, что одни духи поддерживают их жилище, другие поддерживают их детей, их дела и так далее. И здесь это ощущают даже те люди, которые далеки от мира тонких энергий, особенно в центре острова, в духовной его столице, так называемой или культурной, под названием Убуд. И как раз Бали является таким чудесным образцом для современного мира того, что в других частях планеты, к сожалению, является забытым и утерянным, но что очень важно принимать к сведению, потому что мы не одни в этом пространстве, и оно густо заселено и наполнено, и мы все имеем к этому доступ, и у нас у всех есть свой опыт взаимодействия с этим пространством, потому что все дети имеют до определенного возраста видеть более ясно, чем населен мир вокруг них, и взаимодействовать с тонкими энергиями или представителями тонких миров. И поскольку мы сейчас говорим о душе, а это более тонкая, да, субстанция, более многомерная, то это и предполагает совершенно другого уровня и ответственность, и деликатность, да, вот во взаимодействии. Поэтому я рекомендую каждому хотя бы
через какое-нибудь познавательное видео ознакомиться с традицией, культурой болицев для того, чтобы расширить свое представление и понимание. Очень важно использовать каждый момент для того, чтобы реализовать те дары, с которым ты сюда пришел. И не только момент, но и инструмент использовать. А инструментов вокруг нас большое множество. И если у вас есть дар к музыке, но нет инструментов, например, да, и ум скажет, что ну вот у меня нет там какого-то особого диджейского пульта или какого-то с особым звучанием ханга или другого инструмента, и вы можете притормозить, это будет не совсем правильно и, скорее всего, ложным, потому что вы можете продолжать звучать музыку через вибрацию своего голоса, когда вы будете говорить с близкими, передавая мелодию своего сердца, или говорить вообще с людьми, передавая те состояния, которые обычно у нас включают песни или музыка, и помнить про то, что все же у нас есть определенные лимиты по времени, как минимум в реализации поставленных задач, потому что то, что актуально сегодня, завтра уже может потерять актуальность, потому что включается другая задача. И делайте, несмотря ни на что и смотря на все, как можете, что можете, не останавливаясь и не зависая в каком-то излишнем перфекционизме, который можете видеть только вы, какие-то недочеты, то есть то, что вам может казаться недостаточно совершенным, кто-то воспримет прекрасным и совершенно дополненным. И успевать. Успеть — это быть вовремя, своевременно, там и с теми, где должен и где необходимо быть и что-то через себя проводить. Поэтому главное послание — это реализовать, успевать, дарить, любить, принимать и открывать себя тому, что приходит в эту жизнь, идти с этим взаимодействием, творить мелодию.